Айоу, чуваки, вы на канале Айдо, и это 4-я часть Вальхейм-арены. Если хотите принять участие в будущих сражениях, вступайте в Телеграм и Дискорд каналы, там я все расскажу. Мы начинали с мобов и плавно перебирались к полноценным и беспощадным, в основном из-за пинга, сражениям. Устроили полноценный турнир, где наши участники сами выбирали себе оружие и еду, а победитель турнира удостоился наивысшей награды. У тебя есть право провести ночь в комнате для удовольствий. Я боюсь туда идти. А после поплыли покорять морские просторы. И что же дальше? А дальше мы устроим настоящую командную зарубу. Граждане империи, добро пожаловать на арену! Но давайте начнем с самого начала, ведь началось все с отборочного тура. А значит, мы отправляемся в яму, где живут наши участники до выхода на арену. Мест для сегодняшнего турнира было 8, 2 из которых мы решили разыграть, чтобы у всех желающих был шанс попасть на арену. Первую группу викингов ждал отборочный бой на кинжалах. Последний, кто останется в живых, сможет поучаствовать в боях на арене. И как видите, пока основная часть бойцов начала бороться за свою жизнь, некоторые поспешили спрятаться, пытаясь таким способом выиграть время. Что тут сказать, кроме того, что бой был очень хаотичен, и первые потери среди участников начались довольно быстро. Ну, полужато. Ой, тупим. Так, еще один минус. Осталось 3 участника: Клеймор, он же Киллар, Бог войны и Бебрик. Ты проиграешь, сосунок. Клеймар вынес противника особой атакой, чем и заслужил свое место в грядущем турнире. Второй отборочный раунд, в котором участвовали только 4 участника, прошел гораздо быстрее, потому что нашу яму посетили особые гости. Когда летом в огород приехал колорадских жуков убирать. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный рот! И в этом раунде последним выжившим оказался викинг Редиска, уже знакомый вам из предыдущих частей арены. И что ж, настало время посетить саму арену. Как видите, арена слегка изменилась, как изменились и правила. В этих боях у нас будет 4 команды по 2 участников. На арене не будет секретов и тайников, чтобы бой был максимально равным. И в этот раз исход боя решат только навыки наших героев. Викинги, которые сейчас облачатся в желтые плащи, это Спинзер и Кавкьюэн. Участникам дается на выбор одно оружие ближнего боя плюс лук и щит, которые они разделят между собой. Таким образом можно будет попытаться ранить противника с безопасного расстояния. Спинзер берет меч, проверенное прошлыми аренами оружие, и щит, а Кавкьюэн алебарду и лук для дальнего боя. В этот раз все участники облачены в серебро, и еда для всех также одинакова. И даже по части оружия этот бой вышел равным. Редиска выбрал алебарду и лук, а Клеймор, соответственно, меч и щит. И поскольку эти двое ребят смогли пройти отборочный тур, да еще и оказались в одной команде, то я ставлю на них. Сегодня они облачены в зеленые плащи. Да начнется бой. Давай, Килларчик, наша тактика. В самом начале я забыл сказать участникам, что в этом бою никаких тайников не будет, и уже в первые секунды боя один из участников желтой команды чуть не попал в капкан, а ведь встреча с ним почти всегда смертельна. И тут мясо началось. Вот это хорошо было. Очень хорошо. Стоит сказать, что здесь присутствует дружественный огонь, и алебарда, которая, казалось бы, отлично отбрасывает врага прямиком в капкан, может отбросить и союзника, если не умело ей пользоваться. И в этом столкновении сильнее всех пострадал Спинзер, но бой продолжался. Бля. Да хватит, пожалуйста. Все. Клеймор дает сразу 2 успешные колющие атаки, Редиска это замечает, и это сразу же приводит к летальному исходу. Стоп. На! Чего? Хорош!
Спинзер остается сражаться в одиночку и, будучи в меньшинстве, выжить становится в 2 раза труднее. Но его погибший напарник откуда-то с небес произносит слова поддержки, которые открывают для героя второе дыхание. Ярик, у тебя мотивация, если ты выиграешь, Ну, я так тебе какая я тебе в стиме и 300 рублей. Давай. Хорошо. И Спинзер держался достойно, но в итоге викинги смогли его окружить и воспользоваться моментом, чтобы нанести серию ошеломляющих атак. Очень зрелищный бой, участники дрались достойно. Пора посмотреть на то, как покажут себя 2 другие команды. И здесь вы видите ребят, которые не выжили в отборочном туре, но ввиду того, что некоторые викинги не смогли явиться на бой, кто-то был занят, а кто-то просто проигнорировал сообщения в закрытом чате. Наши ряды пополнились воинами, которых не смогла остановить даже смерть. Знакомьтесь, бог войны, головастик и еще 2 ребят с уникальными именами, которых, чтобы не быть фамильярным, в этом видео я буду называть XO и 3K. Герои расходятся по порталам, которые приведут их на арену и выбирают себе обмундирование. В красных плащах бог войны и головастик. Первый выбирает молот, и это должно быть очень интересно, поскольку до сих пор мы не видели, как он показывает себя в бою. А выбор его напарника — это неустаревающая классика — меч и щит. И видать, их оппоненты что-то знают, так как викинги противоположной команды выбирают алебарду и лук, а также щит с мечом, как и участники первого боя. Викинги пополняют здоровье перед боем, и он начинается. И это сражение проходит более осторожно. Герои с луками пока что держатся на расстоянии. 3K продолжает отстреливаться из укрытия, и бог войны отвечает тем же, а вот мечники решили разбираться в ближнем бою. Эй, получи-ка стрелу, Вера. Головой прикрывай. Тихо. Я на вас козявки вешал. Ну отошли, А, и меня-то за что? Молот хоть и не наносит большого урона, но довольно сильно отбрасывает, и тем не менее сквозь его медленные атаки нетрудно пробираться кувырком, и все же в данном бою такие маневры слегка опасные из-за пинга. Ай-яй-яй, как ты выжил там? Я ушел. Ай-яй-яй. Да, давай ты пойдешь, у тебя хп больше. Перед оглушением викинг попадает прямиком в капкан, и 3K остается один. Что ж, посмотрим, сможет ли он справиться с таким давлением, так как почти сразу красная команда прижала его к кольям, отбрасывания к которым могут привести его прямиком в капкан. Накал только возрастал, в него летели и стрелы, и холодная сталь, и раскат ударов молота. Аккуратно. А, ну там собрано. Ой, красиво. Аккуратно сзади капкан, вали. Вали. Слишком сильную ты броню все-таки выдал. Ой, иди, сорвать. Ой, иди. Вот, сзади аккуратно. Последние слова были «ох, етить». Я запомнил. Это было жестко. Ребята были настолько шокированы и на секунду буквально замерли, но головастик провел успешный колющий удар, которым спустя минуту кровавой драки привел их к победе. Найс, сделали его. Первый тур остался позади, и половина участников выбыла. И пока викинги отдыхают, лучшие строители 10-го мира готовят поле боя к новому раунду, который, как вы могли понять, будет несколько отличаться от того, что мы только что видели. Герои забирают снаряжение, на стойках их ожидает старая добрая серебряная броня, еда и арбалеты. Поскольку они наносят огромный урон, в этот раз викингам нужно будет продемонстрировать свои стрелковые навыки. У каждого бойца всего по 25 арбалетных болтов, чего в принципе должно быть достаточно, но если кто-то израсходует свой запас, от скорой смерти их сможет спасти разве что кинжал. Спустя отсчет времени мы начали, и в самом начале по редиске прилетело 2 выстрела. Опять попал. Хорош ты вообще. Стоит отдать должное обеим командам, они действовали предельно осторожно, не тратили болты зря и старались выманивать членов противоположной команды. Викинг команды зеленых совершил попытку прорваться в ряды противника, рискуя здоровьем, и хоть ему не удалось нанести противнику урон, главное, что он смог сохранить свою собственную жизнь.
Казалось, команде зеленых не везло максимально, но ребята держались и поливали врага ответным огнем, а после в бой пошли дымовые. Дело в том, что урона ядовитые бомбы практически не наносили, а вот скрыть себя из виду с их помощью было очень легко. А чё это их ники не видно? Также легко было их использовать и для психологического воздействия. Нате, понюхайте говна. Редиска и Клеймор заняли защитную позицию и собрались вместе. И снова удачный выстрел команды красных. Килара отбрасывает арбалетным болтом, и он угодил прямо в капкан. Не влазь, кильсь. И Редиске пришлось справляться одному. Команда красных одержала победу, одолев всех противников. Бог войны и Головастик праздновали победу, но они пока не знали, что это еще не все. Но победитель может быть только один, и викингам, некогда бывшим в одной команде, придется столкнуться в бою друг с другом, и пусть же победитель определится в честном бою. Извини меня за то, что я это сделал. Найс, это было бесспорно. Головастик победил, так давайте же все вместе поздравим его с победой и вручим сильнейшему викингу этого турнира его заслуженную награду – годовой запас угля. Наконец-то. Это то, чего я так долго ждал. Куча угля. Это с уголь, это ж очень хорошо. То, что всегда хотел, да? Меня тоже победил. Пишите комментарии, ставьте лайки. Каждому, кто это сделает, я лично дам кусочек угля из этой кучи. Но только один кусочек. Да, только один кусочек, вот. Да, это было зрелищно. Признаться, я думал, что находясь на такой тонкой балке, наши финалисты будут драться максимально осторожно, но такого я точно не ожидал. Это было круто. Спасибо всем, кто поучаствовал, кто пришел на отбор и кто помогал следить за всем. И хотел бы я сказать до встречи, но даже это еще не все. Викинг Редиска предложил провести бой за 3-е место и тем самым вызвал своего напарника на поединок. Они начали драться ледоморами, но бой шел слишком медленно, урон почти не проходил, и викинги решили сбросить с себя лишнюю часть доспехов. Они сняли сначала шлемы, а после и кирасы, и холодная сталь наконец-таки нашла себе жертву по вкусу. А затем последние две команды решили еще раз сойтись в бою на мечах. Когда Килара убили, Редиска остался сам, но не оставил попытки отомстить. Прямой колющий удар прошел на ура, и счеты сравнялись. Они остались 1 на 1. Бог войны экипировал кинжал, оставшийся из последнего раунда, а Редиска в свою очередь позабирал все оружие из падших врагов, чтобы его оппонент не смог им воспользоваться. За всем происходящим пристально следили их напарники, не рискнувшие попадаться тем двоим под горячую руку. В этот раз даже капкан не смог забрать жизнь Редиски, и он, имея превосходство в оружии, смог заманить бога войны в ловушку и победить. Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк поставь, подпишись.
Пилить виндосы, ломать алгоритмы сети. Легко